Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу сделать украшение вот с этим пончиком. Посмотрите, какой красивый камень. Зеленая яшма. Но здесь рисунок разный, что с одной стороны, что с другой. Он очень крупный, 5 сантиметров. И вот такой толстый. И поэтому он тяжелый. Мне хочется украшение, чтобы не было тяжелым. Как-то надо облегчить это украшение. Я не хочу его обшивать бисером, как я думала раньше. Это будет еще больше и тяжелее. Вот смотрите, какой у меня есть 4 сантиметра пончик, тигровый глаз. И он тоненький, аккуратненький. Вот этот вот легенький камень. Можно его как-то по-другому сделать. Но это другое будет украшение. Ну а этот я хочу придумать не такой бейл облегченный сделать. Я уже делала как-то бейл из филиграни. Это вот такая филигрань. Очень хорошо гнется. Но здесь я уже обрезала вот такую нижнюю деталь, так как мне вот это нужна была филигрань для другого украшения. И вот так я ее согнула, филигрань, как видно вам. Вот так. И хорошо облегает пончик. Становится по размеру. Еще я хотела бисером пришить вот такую трубочку. Нравятся мне такие трубочки. Они смотрятся красиво, как бейл, оригинально. Если украшение такое с большими бусинками, такое крупное. И мне кажется, оригинально выглядит. Ну и думаю, как бы наоборот облегчить. Если я сделаю другой бейл, я сплела вот такой вот треугольник, как раньше я плела, но они побольше получаются. Я сплела вот такой маленький, и с двух краев я просто плетала вот так бисер, чтобы прикрепить с двух сторон. Вот так я сплела, и так я приложила. Думаю, посмотреть, что у меня получится, что это будет за бейл и как это будет вообще смотреться. Если сделать вот такой бейл, у меня же бусинки такие есть, и они тоже крупные, 12 миллиметров бусинки. Но у меня есть еще и вот такие бусинки. Это лава, посмотрите, и цвет хорошо подходит, такой болотного все цвета хаки. Все сочетается между собой, и мне кажется, бисер хорошо подходит и сюда, и сюда. Если добавить еще фурнитуры под бронзу, как у меня здесь, и сделать на мемори проволоке. Вот сейчас я, наверное, буду пришивать вот этот бейлик вот здесь вот. Ну а пришивать я хочу еще вот такие шапочки. Сейчас я покажу вам вот такие шапочки. Вот передняя часть, это задняя. Раньше я вот такие пришивала, и они немного отличаются. Здесь вот такая толстенькая, как видите, да? А потом я вот такие встретила шапочки. Я их показывала вам уже в распаковке очень давно, не помню. Ну, может быть, оставлю, если найду ссылку, оставлю. И вот такие шапочки, они очень красиво смотрятся именно вот в вышивке где-то. И я такие шапочки уже пришивала именно в это отверстие. Не помню, в каком-то украшении я делала. И хорошо смотрится. Здесь пришивается бусинка. И я думаю, с двух сторон пришить кулон толстый. И они поместятся с двух сторон. Сейчас я, конечно, буду пытаться это пробовать, сделать, чтобы все ровно получилось, аккуратно. И поэтому у меня выходит 2 иглы, 2 нити. Я буду, наверное, проходить 2 иглами, скорее всего, чтобы так было удобнее, не одной иглой. И вот сейчас я попробую пришить. Здесь можно бусинку или бисер внутри поставить, цветочка. Так, ну и теперь я сейчас попробую пришить, покажу вам, что получится у меня. И вот так вот у меня получилось. Посмотрите, я закрепила, проводила много раз и завязывала, потом проводила. У меня получилось это спрятать, даже нитку не видно. И там удачно узелок я вот этой вот горелкой там все закрепила, подпалила. И я думаю, держится, будет держаться отлично. И я думаю, неплохо смотрится. Как вам? Нравится или нет? И я использовала вот такой бисер номер
501 зеленого цвета. Ну и немного коричневого цвета добавила. Сейчас я покажу. Это вот такой красивый такой цвет. Коричневый 1843. Если кому-то интересно. На всякий случай. Ну и у меня здесь очень маленькое отверстие. Я думаю, пройдет memory проволока именно под бейлом. Не филигранью, а под бейлом я хочу memory проволоку провести. Вот так вот. Здесь тоже маленькое расстояние. И здесь нужно тоже чем-то заполнить memory проволоку. Ну и здесь нужно поставить какие-нибудь бусинки. Скорее всего, я поставлю бисер сейчас. И я набрала зеленый бисер. Я думаю, здесь он хорошо будет закрывать memory проволоку, да. И посмотрите, вот так вот, не видно memory проволоку. Ну и теперь можно уже набирать бусинки. Сначала я, наверное, поставлю вот такие. С двух сторон бусинки. Сразу не буду начинать крупными. Посмотрим, что получится. Вот так. И неплохо. Я думаю, неплохо. Ну и теперь можно уже набирать набор, какой мне понравится. Сейчас я буду выбирать. И сделаю я вот такой набор. 3 бусинки, между ними вот такие снежинки. Поставила вот такую бусинку, она легкая. Нравятся они мне, как смотрятся в украшении. И я всегда вот такими шапочками их проставляла. Сейчас я попробовала вот такими. Мне кажется, это далековато и такое большое получается. Большая как бы бусина. Хотя тоже неплохо смотрится. И думаю, может быть, еще убрать вулканическую лаву, оставить одну бусинку. А то мало у меня получается совсем бусин зеленых. Сейчас я переделаю, наверное. Вот так получилось у меня. Но тут я нашла у себя вот такую бусинку. И мне захотелось ее поменять. То есть вот эту поменять на эту мне. Она полая, но и она не тяжелая. Хотя это легче, вся конструкция. А эти красивее, мне кажется. Здесь отверстие, вот оно. И вот так вот будет, мне кажется, они красиво будут смотреться. Наверное, я переодену, поставлю эти бусинки. И вот так вот я одну сторону поменяла. Немного по-другому надела бусинки. Здесь у меня, как видите, бусинки круглые. Здесь я поставила уже вот эти снежинки между бусин. Мне кажется, так более уже лучше смотрится, потому что здесь у меня, здесь как расставляла я бусинки, чтобы расширить как-то украшение. Здесь у меня всего 6 бусин оставались такие, точно такие же, зеленые. Я думаю, как бы поменьше бусинки поставить к шее поближе. Но здесь у меня будет еще карабинчик. А карабинчик будет не маленький, так как украшение крупная получается, и карабин я поставлю вот такой крупный, поэтому здесь будет еще дополнительное расстояние, так что увеличивать я не буду больше. Вот видите, можно было и этот поставить, но он маленький для этого украшения, а этот будет как раз в самый раз. Так как я хочу здесь еще сделать петельки и закрыть эту проволоку стальную, мне здесь понадобится тоже какие-то колпачки, скорее всего, что-то вот подобное. Я думаю, может быть эти. А есть у меня еще вот такие. И здесь можно спрятать в такой колпачок. Я думаю. Крепление вот это, да? Сейчас я покажу, как я буду это делать. И сейчас я вторую сторону так сделаю. Мне понравилось так больше, как бусинка это смотрится. Вот так вот я тут фурнитуры поставила разные. Без нее некрасиво никуда, так как такие чокеры очень красиво смотрится, когда много фурнитуры красивой, ну и которая вам, наверное, нравится по вкусу для вас, так как вкусы у нас у всех разные. Ну и сейчас я переделаю и вернусь. И теперь я покажу, как я закрою memory проволоку и надену колпачки и пины. И пины потом закрутим. Я немного загибаю, и надо закрутить петельку, ну, примерно 0,8, 0,7, 0,8. И закручиваем петельку. Стараемся. Если меньше, тем лучше. Конечно, здесь трудно всегда закручивать memory проволоку. Чем меньше будет петелька, тем лучше. Если она вот так согнулась, выпрямляем. Ничего страшного. Главное, чтобы вот так вот она лежала все.
И теперь что? Возьмем пин с петелькой, раскрываем и крепим. Здесь закрываем петельку. Ну, мы просто вот скрепили 2 колечка. Надо теперь это все перетянуть. Здесь у меня стопор стоял, видите? Удобно, ничего не соскочило, бусинки все на месте. И теперь я возьму, наверное, вот эти колпачки. Вот эти тоже можно было взять, мои любимые. Но они не очень красиво на такой бусинке маленькой смотрятся. И проглядывается там внутри мемори проволока. Поэтому в этих частях некрасиво выглядит это. Вот этот колпачок, он в самый раз. Он закрывает все, и ничего не видно. Можно взять, я думаю, такую шапочку крупную какую-нибудь, если у вас нет таких колпачков. Сейчас посмотрим. Ну, такая, наверное, не подойдет. Надо здесь что-то побольше объемом. Вот это может подойти. Такая-то шапочка вот с таким вытянутым концом, да, и здесь прячется. Хорошо тоже она смотрится неплохо. Можно ее оставить. А ну-ка я, наверное, попробую оставить эту шапочку. Я сейчас посмотрю, как она. Нет, маловато. Видно вам, маловато. Здесь не становится даже бусинка. Я хотела бусинку здесь поставить. Нет, надо что-то более длинное. И вот это в самый раз. В самый раз можно и взять другие колпачки, какие у вас есть, но подлиннее. Так, теперь я хочу бусинку, наверное, поставить все-таки. Хотя можно не ставить никакой бусинки, она здесь лишняя. И все. Теперь я закручу здесь. Так, это для меня много, наверное. Хотя я оставлю. Мне удобно будет закручивать. Так, двигается все. И берем вот так вот петельку и делаем петельку. Теперь это надо закрутить. Ну, она длинная и удобно брать. У меня пин длинный. Здесь можно закрутить, пока это все не будет двигаться. До тех пор, пока не будет двигаться. И получается вот так интересно. Вот здесь вот накручивание такое. Теперь здесь надо обязательно выпрямить. Все сделать, подровнять и обрезать вот эту вот проволоку. Обрезать и ее спрятать, кончик. Вот так вот я беру и прячу кончик, чтобы нигде не оставался и не кололся край отрезанный. И вот так у меня получилось. Сейчас я сделаю вторую сторону и потом уже будем крепить карабинчик. Когда делаем вторую сторону, не забудьте все подтянуть, чтобы не было никаких пространств между бусин и все лежало ровно. И потом уже можно делать петельку. И украшение готово. Я поставила карабинчик, удлиняющую цепочку. И вот так смотрятся колпачки в конце украшения, как можно спрятать мемори проволоку, если вам не нравится, что она стального цвета. Я думаю, это интересное решение. Вам понравится, и вы будете так делать. У меня остались даже больше, чем полниточки бусинки. Я думаю, что можно еще сделать украшение, или браслетик, или серьги. Это украшение будет в наличии в магазине на ярмарке мастеров. Кому интересно, заходите, смотрите. Ну а если вам понравилось украшение и мое видео было вам полезно, ставьте лайки, пишите комментарии, будем общаться. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока. All